Мы приехали в Аюте-Кангас. Здесь мы уже были в апреле в прошлый раз. Сейчас июль. В конце апреля мы были. Вот. И интересно, как здесь дела. Народу вот немало. Несколько машин. Водопад слышно отсюда. А это вот лодка древняя. Она и вправду древняя. Здесь есть как бы не то чтобы музей, но здесь есть такая хижина, которая использовалась во время того, как здесь по реке происходил сплав леса. Сплав леса происходил здесь примерно с начала 19 века и до 70-х годов 20-го. Вот. Здесь, в этой местности, лес не вырубался, но он транспортировался по реке. Вот. И тут, так как здесь водопад, там построен такой желоб, который мы видели раньше, и снова посмотрим. Вот. И по этому желобу бревна спускали. И для этого нужно было, чтобы здесь кто-то был и за всем этим хозяйством следил. Вот это вот хижина, которая справа, это хижина, где жили рабочие. Тогда здесь вот такое хозяйство прям целое есть. Всякое разное. Деревянная цистерна. Вот. Хижина эта доступна для дневного времяпрепровождения. В ней есть печь. Сейчас посмотрим, открыта она. Открыта, да. Такая хижина. Аккуратненько, стол здесь. И вот такая здесь печь. Печь знатная. Ой, там мышь бегает. О, мышь прям бежит. Ничего себе. Вот. Здесь можно при желании разводить огонь, что-то жарить. Но ночевать в такого рода хижинах не принято просто так. Для этого требуется отдельная договоренность. Здесь исторические фотографии. Это ничего себе, большая фотка. Лошадь везет по снегу тележку с двумя людьми. А вот сплав леса демонстрируется тут. А вот тут, кстати, есть исторические предметы. Вот это что за устройство, трудно сказать, потому что такая сплетенная ветвь. Может быть, она декоративная. Но вот еще такое есть. Фотография очень атмосферная. Фотографии хорошие. Вот. Здесь есть также всякие правила. Вот здесь есть, можно посмотреть, помимо этой фотографии, папка с разными имеющими отношение к вопросу элементами информации. Тут вот есть журнал, который можно подписать. Это принято вообще везде, в Лаву. Вот даже здесь, в хижине, есть такой журнальчик. Можно увидеть, что там люди пишут даты своих визитов и, может быть, краткое впечатление. В основном, конечно, на финском, но есть и разные иностранные языки тоже. Ну вот, пойдем теперь дальше. Отсюда есть даже вид на каньон. Немного сложно его видеть, но мы сейчас туда подойдем. Между тем, на той же площадочке, где мы были, есть, оказывается, такой вот боковой проход, который ведет на смотровую площадку с этой стороны, каньона. Я даже не знал, что здесь есть такая площадка.
воды немало. Даже по желобу льется вода, это бывает не всегда вообще-то. Деревья растут на склонах. Ну, пойдем посмотрим ближе. Вот здесь, как водится, информационный стенд. И вот начало тропы. Тропа здесь не длинная. Она идет всего лишь 3 километра с небольшим. 3,2 километра. Но зато местность весьма пересеченная. Она поднимается в горку довольно круто. В одном месте. Ну, в нескольких местах вообще-то. Вот. Но она хорошо оборудована. Здесь вот есть лесенки. Даже для собак есть специальные дощечки, где собакам трудно пройти по таким металлическим решетчатым лестницам. Для них есть такие специальные тротуарчики на лестнице, сделанные из дощечек, чтобы им было комфортно ходить. Вот, то есть здесь для этого все сделано удобно. Это парк популярный, но не всегда здесь бывает много народа, не такой популярный, как предыдущий, где мы были. Причина этому в том, что он довольно далеко от города. Посмотрим сначала на водопад. Про водопад этот есть интересный рассказ, который здесь же где-то написан. Заключается он в том, что вот эта пыль, которая видна, водная пыль, которая поднимается над водопадом, раньше здесь можно было видеть очень такую яркую радугу. Вот. И он то ли назывался даже в соответствии с этим, то ли просто был местом, где, так сказать, куда люди приходили, чтобы посмотреть на радугу, как на такое отдельное интересное явление. Но это было довольно давно. С тех пор камни, которые здесь, они поменяли свою конфигурацию, переместились или упали, и, в общем, вода теперь течет по-другому, и радуги теперь не видно. Ну, по крайней мере, может быть, ее видно, но может быть не так часто. Я точно не знаю, потому что свет в каньон попадает только в короткие интервалы в течение дня, рано утром в 6 утра и еще не в 6 утра, а около 12 утра и около полуночи или там часа ночи примерно. И в это время я здесь никогда не бывал, в солнечную погоду тоже, поэтому не могу сказать. Вот здесь пишут про радугу. Даже вот говорят, что приезжали сюда люди в течение столетий, чтобы посмотреть на эту радугу. Ну вот так, да, было такое явление, сейчас его не видно. Ну вот, теперь пойдем дальше по дорожке на смотровую площадку. Здесь верхняя часть дорожки, которая идет по противоположной от хижины стороне каньона. Здесь можно видеть водопад. Таких площадок несколько. Сейчас мы посмотрим. Другой тоже. Здесь. Здесь есть еще такая более целенаправленно предназначена для осмотра площадочка с
Ее мы смотрели как раз в прошлый раз зимой, не зимой, а в конце апреля, на то, как вода проходила через такие снежные сугробы. Ну вот, водопад большой. Высота его 16 или 18 метров вертикально. Длина его тоже какая-то такая, не знаю, может метров 25, может 35. Вот, наверху у него сделана дамба. И там есть шлюз, который мы видели мельком. Он предназначен был для того, чтобы регулировать напор воды для спуска бревен по желобу, который справа там был. Вот, без этого воды было недостаточно, или наоборот, в течение половодья ее было слишком много, поэтому такой способ регулировки. А вот здесь сказано, что в 200 метрах живет, никто не живет, это для собак обход. Потому что сейчас мы пойдем по лестнице, у которой нету ступенечек для собак. Вот, поэтому для них есть тропинка, которая огибает эту лестницу. Ну так вот, так что есть дамба, над ней есть небольшой такой разлив реки, который мы видели, и водопад. Такие дела. Здесь муравейник. Довольно крупный, довольно старый, на нем даже мох растет. Как сказано было выше, этот лес, хотя, по-моему, не было этого сказано, в общем, лес этот никогда не вырубался то есть в качестве лесозаготовок здесь, в общем, не было. Никогда, за исключением короткого периода Второй мировой войны, когда здесь, на этой территории, неподалеку стояли немцы, они, конечно, сколько-то деревьев вырубили для того, чтобы поставить всякие разные укрепления. Там даже есть выше следы этих укреплений. Вот, не знаю, будем ли мы на этом останавливаться, но интересно то, что этот лес, он как бы нетронутый, то есть он стоял здесь тысячи лет, и вот он растет, как растет. И в одном из описаний встретилось мне упоминание о том, что такой лес называется тайга, тип этого леса тайга. Вот. Про тайгу я немного знаю, то есть вообще ничего не знаю, поэтому для меня эта информация довольно новая. Вот. Но интересно, что интересно, если такой лес действительно является примером тайги. Вот, и на него можно посмотреть даже не в Сибири, например, а здесь. Хотя вообще-то это не удивительно, потому что многие породы деревьев встречаются и здесь, и там. Здесь даже ель, вот эта основная ель, которую часто можно видеть. Это сибирская ель, название сибирская ель. Вот здесь такой крупный гигантский камень лежит. Высота его метров, ну, больше 10. И здесь такие вот камни навалены тоже. Это большие камни. Вот, например, этот вот камень, который здесь прямо по курсу стоит. Высота его 3 метра. Ну вот стены его, которая напротив. Вот ель, например, которая так взметнулась ввысь, высокая. Это пример сибирской ели, насколько мне известно. У нее есть множество разновидностей, потому что она скрещивается с разными другими видами ели легко. Поэтому можно видеть самые разные варианты. От таких вот очень узких, практически вертикальных, вот как тут вот стоит такая ель,
до очень широких, разлапистых, таких метра, наверное, 4 в ширину могут быть ели. Все это сибирская ель, тем не менее. Так вот, стена вот эта красного цвета с такими черно-зелеными налетом. Налет это лишайники, которые самые неприхотливые лишайники, которые могут гнездиться на таких вот отвесных скалах в очень сложных условиях, и они создают тем самым, так сказать, почву для дальнейшего роста других видов растений. Но интересно то, что сами по себе они здесь прямо демонстрируют, как это происходит, как это могло происходить в древности. А вот там вот за этим вот камнем, вот этим вертикальным камнем, вот здесь вот, там прям целый куст, такой гигантский куст ягеля видно отсюда. Не куст, а куча таких вот, как их назвать, даже не знаю, таких мини-деревьев. Вот. Комаров, на удивление, даже незаметно. Я хотя даже еще не мазался. Иногда один какой-нибудь прилетает. Но такого ажиотажа, как было в Викикангасе, здесь не встречается, пока не наблюдается. Сейчас подходим к тем местам, где были немецкие укрепления какое-то время. Пишут, что их также можно видеть и за пределами этого парка по дороге. Ну, посмотрим. По-видимому, та дорожка для собак, она идет вокруг всего этого как комплекта лестниц. Где-то здесь можно даже немного спуститься туда вниз, ближе к обрыву. Но делать это не будем, отсюда и так все видно. Здесь вот затейливая форма сосна растет. Сосны высокие, ровные. Лес здесь очень приятный. Здесь мы сейчас на на восточной стороне, на склоне относительно реки. И здесь лес очень густой, много елок. Конечно, всякие разные деревья здесь есть. А когда мы перейдем через реку, и там будет другой холм, который вот видно отсюда, там будет немного иной вид леса, больше сосен, меньше елок, он будет такой более прозрачный. А вот отсюда видно немного водопад. А вот здесь это маленькая площадочка, на которой, собственно, и можно, стоя на которой можно видеть остатки немецких укреплений. Сейчас посмотрим. Ну, остатки — это громко сказано, это, как водится, просто траншеи такие исчезнувшие. Вот. Ну вот, сказано, тут они были. Ну вот, те углубления, которые не выглядят натуральными, они и, очевидно, являются примерами таких укреплений. Пойдем дальше. Еще какая интересная прям сосна. Дорожка здесь очень мягкая такая, почва похожа, это, ну как, она похожа на торфяную, но, конечно, это не торфяная почва никакая, потому что это возвышенность,
А вот здесь, например, она и вовсе другая. Но так или иначе идти по ней мягко. Она такая очень приятно отдающаяся. Еще один муравейник. Тоже большой. Туда, если пойти, там будут более дикие места. То есть здесь вот эта дорожка, которая идет вокруг участка реки, водопада, короткая, как оказано, выше всего 3 километра, она, насколько мне известно, не имеет никаких ответвлений, по которым можно было бы пройти вглубь лесов. Однако, конечно, при желании это можно сделать, но мы этого делать не будем. Есть группа камней живописная. Вот такая вот. Черники здесь тоже очень много будет. А сейчас подходим к такой основной, я бы сказал, смотровой площадке, которая смотрит на противоположный холм. Может быть, реку с нее можно увидеть. Сейчас посмотрим поближе. Там сосенки солнечные стоят. Здесь очень красивый склон, такие крупные камни, сосны. Очень крутой склон туда вот вниз. Даже не видно реки. Высота холма, на который мы идем, довольно велика. 220 или 240 метров, точно не помню. Второй холм, который здесь тоже есть, видимо, может быть прямо этот. Его высота 190 метров. Вот, сказано на этой табличке, что река это Аютиёки. Место называется Аути-Конгас, пороги Аути. А река Аути-Йоки, она впадает в Кеми-Йоки потом. Кеми-Йоки — это та река, где мы живем. Так вот, река эта Аути-Йоки, она использовалась на протяжении столетий как транспортный путь между Карелией, северной частью России, и Кеми. Кеми — это город, который стоит на берегу Ботнического залива. Там, понятно, и морская торговля была возможна. Вот, и с Норвегией таким образом торговые отношения тоже существовали. Вот, однако река эта не широкая, она узкая. Плавали, то есть как передвигались по ней на лодках грибных обычных. Вот. И когда встречались такие пороги, как здесь Аути-Конгас, лодки нужно было либо перетаскивать наверх вручную по берегу, либо оставлять и брать другие лодки, которые стояли наверху. Вот. Но это место, кроме этого, еще известно и другими своими историческими участием в других событиях. Так вот, в разных исторических событиях, таких как Северная война со Швецией и Россией, была еще такая финская война, то есть война с Финляндией в конце 16 века. Об этом я даже не знаю. Вот эта река использовалась как транспортный путь. И еще были какие-то такие восстания крестьян финских. И эти крестьяне финские совершали набеги, в том числе по этой реке, в том числе на российские территории, с целью поживы. Вот, так что река эта имеет существенное значение в истории.
Хотя вроде она такая маленькая, не широкая совсем. Но мы сейчас ее увидим уже скоро. Здесь есть такие места, где можно зайти к обрыву и посмотреть. Вниз там видно реку. Высота обрыва, я бы сказал, метров, не знаю, 40. Да. И там есть, наверное, еще одно. Солнышко скрылось. Сегодня погода полуоблачная. Вот там еще видно реку. Там видно, как течет вода. Посмотрим дальше. Здесь есть еще одна достопримечательность. Охотничьи ямы древние. Древние, это значит много тысячелетий назад. Эта местность появилась из-под воды Балтийского моря примерно 9 тысяч, не 9 тысяч лет назад, а 11 тысяч лет назад. Примерно в 9 тысячном году, тысячелетии до нашей эры. Ну вот. И не вся эта местность, некоторые части этой местности, она поднималась постепенно в течение, может быть, нескольких тысяч лет и была затем заселена людьми. И люди здесь охотились на животных путем с помощью ям. Охотничьи ямы — это такие довольно глубокие ямы, где, ну, как все знают, в общем, как в кино можно было видеть много раз, где там стоят всякие колья внизу, и животное туда падает, и его потом достают и едят. Вот. Но такой способ охоты запрещен уже давно. По-моему, он был запрещен еще даже в 19 веке. Но ямы здесь, не то чтобы они сохранились, но вот 3 ямы здесь нашли. Они, конечно, от времени уже выглядят как просто такие углубления в земле. Но, однако, существуют вот такие дела. Продолжаем движение по тропинке. Вот виден соседний холм. На видео, наверное, не будет видно, как он высок, но он вот воспринимается весьма высоким отсюда, потому что мы сейчас спустились немного ниже, а холм тут высокий, и его верхняя часть над нами метрах, наверное, в 60, даже побольше. Зовется он Конкан-Ваара. Конкан — это то же самое, что слово, что Конгас, только измененное в соответствии с грамматикой. Вот, и значит, оно в холм у порогов. Вот, Конгас — это пороги, а Ваара — это, понятно, холм. Здесь есть очень живописные старые деревца. Вот, лежат они здесь. Много времени многие, но они не все. Вот эти, например, свежие. Они, видимо, спилены для того, чтобы не создавать опасности прохожим. Тут красивая сосна стоит. Так как это лес дикий, помимо этого парка, где куда приходят туристы, здесь водятся животные. В этой области, в этих лесах водятся даже медведи. Они здесь живут постоянно, не заходят сюда, так сказать, перекусить, а прямо гнездятся. Вот. Также здесь видели рысей. Ну и лось, и другие животные, которые часто можно видеть в других местах, здесь тоже, конечно, присутствуют. Птицы всякие есть. В реке можно ловить рыбу. Рыбу можно ловить, правда, нужно для этого разрешение, не потому что это везде нужно, а вот здесь, в этом парке,
но для этого требуется. Однако здесь есть интересные виды рыб. Белые рыбы, сиги есть. Кто еще? Ну, щуки, форели, окуни речные. Все это здесь водится, их можно поймать. Такие дела. Сейчас справа будет видно второй холм. Он не там, где мы стояли до этого, а вот он. Он очень-очень крутой. Его стена практически отвесная. Очень каменистая. Не знаю, есть ли у него пологие части, пологие стороны, по которым можно подняться. В всяком случае, чтобы не видно, чтобы они были с этой стороны. Ну и здесь по причине такой большой отвесной скалы очень тенисто. Здесь вот такой микроклимат, где больше влаги, и тут вот зелень такая насыщенная очень. Сказано, что здесь ведутся работы. В этом году, точнее в прошлом году, конфигурацию тропы здесь поменяли немного. Она стала немного более сложной, но не для этого, конечно, поменяли, а просто потому, что вот лестницу, например, здесь устанавливают. Все, видимо, она поменяется и обратно потом. Ручеек. Там видно, какие-то дикие птицы орут на нас. Там тоже видны такие прям заросли ягеля на границе склона. Вот здесь тропинка, ее видно даже. По ней можно подняться туда наверх. Сейчас посмотрим, можно ли это сейчас сделать, потому что здесь... ну вот она идет, да. Какая-то лесная чайка. Очень много ягеля растет на этих склонах. Вот это светло-зеленые такие, почти белые пучки. Это все он. Это, наверное, какой-нибудь ястреб. Здесь есть такие хищные птицы. Не знаю, можно ли его увидеть. Это и вправду ястреб, и вот он летит там. Видно, где он сел. Сейчас посмотрим, можно ли будет его снова увидеть. Довольно большой. Когда летел, сантиметров, наверное, 50-60 его крылья. Вон он сидит. Не знаю, вряд ли его будет видно на камере. Но прям видно, как он сидит там на ветке. Место это известно тем, что здесь можно наблюдать, как я сказал выше, разные редкие виды птиц. Но не обязательно редкие. Здесь вообще хорошие условия для наблюдения над ними. За ними. Вон он сидит. Вон он летит. Очень скромный ястреб. Ну ладно, не хочет он, чтобы на него смотрели. Уже недоволен тем, что мы уходим. Может быть, он хотел немного внимания. Здесь старые разобранные мостки, древесина от них. Дятел.
Дятел тоже здесь водится, я знаю. Вот слышно его будет, а вот не знаю, сможем ли мы увидеть его. Снова нашелся ястреб. Вон он сидит на, как водится, на таком крючке сухой сосны. Поближе к нам прилетел. Жаль, что у меня нет никакого оборудования, чтобы его сфоткать поближе. О, полетел. Как кот нервно. А вот где же дятел? Где же дятел? Ну ладно. Сейчас мы уже будем подходить к типи. К лаву, то есть. Вот здесь можно близко подойти к стене. Ой. Такое деревце зеленое растет на нем. На камне. Комары сегодня на удивление спокойны. Они есть, но вообще не пристают. Там еще один дятел, похоже. И вот куча ягеля. Такого я даже не видел никогда. А вот нет, это ветка. Пытаюсь увидеть. Пытаюсь увидеть дятла. Ну ладно. Пискля. Здесь сосна уже накоренилась. Толстая. Дорожку укрепили. Река уже близко, метров, наверное, 20 вертикально. Ой. Место здесь очень красивое тоже для того, чтобы гулять, но фоткать здесь очень трудно, потому что я не умею так фоткать, чтобы в такой как бы сложной среде, где много веток, много всего происходит, выявлять то, что требуется. Очень это непросто. Но посмотреть, конечно, очень красиво. Может быть, нанесу на себя все же этот средство, потому что здесь вот как-то поактивнее комары себя стали вести. Река видна. Уже мы близко. Брусничка вроде. Может, нет. Ой. Вот мы и пришли к лаву. Здесь новые мостки. В той стороне тоже новые мостки. Сейчас посмотрим, что здесь есть.
О, даже у лавы новые скамеечки. Ой. Вот здесь сказано даты какие. 9-11 тысяч лет назад эта область сформировалась поверхностью. 6 тысяч лет назад сделаны вот эти вот ямы. И с 3000 лет назад эта река используется как торговые пути. Нет, неверно. Как транспорт она используется с 1300-х годов, то есть с 14 века. Вот. А ямы, да, ямы примерно 6500 до 300 года нашей эры использовались. Вот, так что это очень активно здесь человеческая велика в этом районе на протяжении истории была. Здесь вообще аккуратненько теперь. В прошлый раз здесь яма была и в общем не так уж было. Но сейчас все аккуратно. Дровишки. Сейчас нету ограничений на розжиг огня, но не буду делать, потому что еды у меня с собой нету и вообще думаю, что нужно идти на холм. Ну вот, сейчас на мостик сходим, тоже пойдем посмотрим. Ну вот, посмотрим, что здесь на речке. Мост Пружинец. Красиво. Тихо-тихо. Только березки шелестят листьями. О. Кряхтит. Но сегодня по нему ходили. Машин-то много и народу много. Но посмотрим. Думаю, что займемся другим. О, очень легкий мостик.
теперь предстоит длительный подъем. А вот эти ступеньки для собак, которые упоминались выше, такие вот они. Лестница здесь длинная. Теперь эта лестница идет на самый верх холма, где стоит башня. Высота холма, как уже говорилось, 220 или 240 метров. И примечателен он тем, что на его сторонах можно видеть следы моря, которое здесь было 9-11 тысяч лет назад. Есть два таких уровня, где море находилось довольно долгое время. Один у самого верха, примерно на уровне 210 метров, а второй на уровне 150 метров ниже. Вот. Но мы еще не дошли до туда. Пришли сюда еще 3 прогульщика, хайкера. Вот, мы уже ушли туда вперед. Они не торопятся, так что, может быть, мы их догоним и обгоним. Здесь вот рельеф становится очень холмистым, как понятно из направления дорожки. Она стремительно идет наверх. Еще муравейник. Тот холм там уже виден примерно с уровня повыше середины. Высота его 190 метров, значит, мы где-то на 90, может, не знаю, 110, не знаю. По дороге будет еще одна достопримечательность в виде камня великана. Посмотрим на него. Очень красиво, солнышко освещает все. Елки пушистые, березы пушистые. Какая крупная сосна стоит. Елка с ней рядом тоже большая. Вот здесь прям с корнем свалилась. Мы уже много раз видели. Свалилась та береза и увлекла с собой еще маленькую березу. Но маленькая еще может и вырастет. Они бывают, что выпрямляются из разных положений. Мне казалось, тайга — это такой довольно дремучий лес. В том смысле, что частый и много деревьев там стоит вплотную. Ну, не вплотную, конечно, а довольно часто. То есть не такой вот, как здесь, довольно прозрачный. И такой вообще очень светлого вида лес. Но значит, так оно и есть, раз написано. Здесь уже дорожка выпрямилась, но еще будет один подъем. То есть здесь, видимо, подъем. Здесь, видимо, дно моря, потому что там будет хорошо видно следы прибрежной полосы. Ну, посмотрим позже. Такая прогалинка. Солнце видно, уже мы почти, ну еще не совсем, правда, нет, еще немало до верха того соседнего холма.
дорожка. Здесь вот поставили такие значки, чтобы народ не отклонялся на разные такие ответвления. Не то, чтобы по ним нельзя пройти, просто они ведут не к дорожке, они ведут куда-нибудь там посмотреть или просто обогнуть дорожку иначе. Здесь вот в этих местах как раз и поменяли направление дорожки. Там даже было видно, когда мы шли по лестнице, что следы старой лестницы деревянной до сих пор лежат. Не следы, а остатки до сих пор лежат там слева. Еще не убрали их. То есть это вот дорожка, где знак стоял, это, видимо, продолжение той самой старой дорожки, старого маршрута. Вот здесь такой прозрачный еловый лес. Дождичек пошел небольшой. Даже не знаю откуда. Ничего себе. Прям. Да, прям дождик идет. Ну вот. Здесь такой ельник прозрачный с соснами вперемешку. Много здесь красивых таких местечек в этом парке. Несмотря на то, что расстояние такое небольшое, дорожка довольно короткая, а посмотреть можно немало. Сейчас будем подходить уже к прибрежной полосе. Там будет еще один подъем. Сосны очень красиво освещены. Коричневые, яркие. Ну вот мы приближаемся к небольшому подъему. Это вот и есть прибрежная полоса, о которой речь шла выше. Море здесь было 11 тысяч лет назад. Вот, то есть насчет макушки холма не ясно, была ли она под водой. По-моему, она была не под водой. А вот основная его часть, она была под водой. Вот и камешки здесь такие. Не очень они круглые, не очень отесанные, как мы видели в Катковаре. Похожая картина, потому что море так или иначе во всех местах здесь оно было не так долго. Камни не успели быть обкатаны. А вот там еще прям целая стена виднеется. Еще одна береговая линия, видимо, более ранняя. Почва сырая. Ну вот здесь сказано, что это был берег раньше. С освещением очень нам повезло. Солнышко светит прям очень красиво. Посмотрим повыше. Ну вот мы здесь почти уже с самого верха. Здесь как раз и начинается вся эта вот прекрасная картина, где очень много камней, сосны, такие крутые уступы бывшей террасы морской. И сейчас мы выйдем, как и водится, к такому довольно плоской верхушке. Она довольно гладкая, там много таких гладких камней, отполированных ледником. И там же башня. Вот эти террасы хорошо видно. Здесь тоже.
Ну вот и макушка. Теперь дорожка идет туда вот в правую сторону, куда мы смотрим сейчас. И она идет довольно полого. И вот здесь такая часть плоской вершины. Ну вот хорошо видна макушка, освещенная солнцем, за ней тучка. А вот здесь мы подходим к этому камню, с которым связаны местные легенды о том, что их таскали великаны и что-то такое бросали. Тут они трескались. Сейчас посмотрим, что там сказано. Камень, вправду, весьма велик. Метра 4, даже может и 5. Нет, 4 его высота и ширина метров 5. Попутчики мои слышны отсюда, они впереди. Посмотрим на них позже. Ну вот, легенда. Люди считали, что огромные валуны, как такой вот в середине леса, могло быть не что иное, как результат работы гигантов или других похожих созданий. Особенно значимые валуны имеют свою собственную историю. В некоторых случаях они были брошены гигантами, в других они были на спине принесены. Некоторые валуны были местами как поклонения. Но мы знаем, что эти валуны были принесены, то есть были созданы в ледниковый период под большим давлением, который создавал слой льда. Тающая вода проникала в трещины в камнях, замерзала и отламывала куски от каменного основания, то есть от каменной поверхности. Вот. И такие куски могли быть очень далеко транспортированы ледником, как если бы они на плоту двигались, ледяном таком. Вот. И пишут, что, возможно, такой вот этот камень был принесен сюда волнами Йолдийского моря. Я не знаю. Это Йолдийское море, это, по-моему, вторая стадия Балтийского моря. В Балтийском море всего было 3 стадии, разные границы в разное время. Йолдийская это стадия вторая. Вот такой вот гигантский валун, разломанный на много частей, развалившийся. Вот. Живописный. Зимой с него сосульки свисают, там мухи растут на нем. Так что интересный валун. Ну вот, теперь пойдем дальше на вершину. Очень красиво выглядит освещенные сосенки. Ну вот и башни, как раз наши попутчики на башне. Это хорошо, потому что мы придем туда, и они уже, наверное, захотят топать дальше, а мы останемся. А вот и дождь видно. Хорошо ли видно, не знаю, но на просвет видно хорошо, по крайней мере. Так, если смотреть. Маленький дождичек. Ну вот вышеупомянутые гладкие камни, полированные льдами. Здесь вот башня стоит, если ее можно видеть сквозь деревья. Дорожка идет там вот вокруг. Довольно слякотно. Здесь слякотно, потому что вода стекает с макушки по этому такому плоскому ложу ручья. Еще здесь такие прям гигантские пространства плоские. Здесь собрана куча камней. Цель неизвестна. Вот отсюда уже открывается вид на окрестности. Вид здесь большой, с башни. Хорошо видно далеко
Посмотрим. Ну, вот и башня. Вот они уходят уже. Смотрим, что наверху. Башня тоже двухэтажная. Но мы задерживаться на первом этаже не будем. Пойдем наверх. Ну, вот такие красоты отсюда можно видеть. Макушку елочки, например, вот можно видеть. Башня немного покачивается от ветра. Ветер небольшой. Радугу видно. Видно ли на видео, не знаю, но вот там она, где белое облако. Там перед ней, как раз перед Радугой, каменистое поле. Здесь есть легенда. Здесь можно посмотреть, что видно отсюда, что видно с башни. Вот. Это клиффы из Пинавары. Нет, это не они. Тикангас. Зато радуга есть. Кажется, ее очень даже неплохо видно. Даже две радуги теперь. Вот здесь сосенки растут. Попутчики наши расположились. А здесь гигантский вид, но сейчас, наверное, его толком не рассмотреть, потому что как раз солнце там. Вид на соседние холмы. Тут вот долина такая довольно большая. И там дальше есть еще холмы. На видео они кажутся довольно низкими, но вот так вот, если смотреть, они вообще довольно высокие. Невооруженным взглядом, когда смотришь, они выглядят весьма высокими. По крайней мере, ну, такой же, как этот тот холм. Вот такие дела. Между тем на елках шишечки растут. Такие зелененькие, свеженькие.
спускаться с холма. Очень красиво. Закат близится. Ну, то есть не закат, а полярный закат. Кое-где есть солнышко. Но не везде. Здесь немножко есть. До стоянки отсюда близко. Спуск, то есть дорожка идет вниз. Там лестница и просто такой склон. То есть недалеко, я думаю, что метров 300. Может 500, может 600. Я не помню. Во всяком случае, это короткий отрезок, который намного меньше, чем тот, который мы уже прошли. И выйдем мы с другой стороны стоянки. Вот. Тем временем, когда солнышко заходит, становится довольно прохладно. Сегодня погоду обещали 14-15 градусов, но на самом деле было 21. Вот. Когда на солнце, так и еще жарче. Но когда я сюда приехал, то тут было где-то 18-19, так, то есть как очень комфортная была температура. Сейчас уже прохладнее. Сейчас как раз, наверное, те 14 есть, которые обещали. Вот, тут навалены деревья, новый. Здесь тоже новый маршрут был видно, только что дорожка была закрыта, которая была до этого. Вот, Чарльз полетал, посмотрел все вокруг. Далеко улетал, на 650 метров. Его не видно, когда он так летает. Ну вот и лесенка. Теперь она идет вниз. Видимо, сделали так, что дорога теперь идет ближе к реке. А вот раньше она шла по холму, и с той стороны холма она спускалась. Почему бы и нет? Вот здесь уже не полумрак такой, а сумерки. Сумерки индиго. Елки стоят высокие. Можно на них увидеть Эдварда иногда, прыгающего между стволами. Акимонки. Кое-где здесь видно еще такие разрезы в почве. То есть не то чтобы наоборот, даже почва растет на горизонтальных поверхностях, а вертикально остаются видимыми. Как будто стена. Но это не стена, а это та же самая терраса, которую мы видели раньше. Там вот она. Уже прошлые мостки. Их немало здесь осталось. Мецахалитус — это организация, которая существует давно. Она существует, мне кажется, как минимум 100 лет. Я точно не знаю. Вот, так что следить за мостками. Интересно, что тут вроде как высоко. То есть до реки вот тут недалеко склон, а почва такая очень влажная, даже вот лужицы местами есть. Хотя она такая мягкая, к тому же. Видимо, в ней очень много влаги. Ну, такие дела. Информационный знак. Что мы можем узнать через через растения? Читать не будем, там на видео осталось. Но припоминаю, что здесь сказано, что здесь есть разные типы лесов, за исключением одного, который, как он называется по-английски, lush vegetation. Это типа как
обильный лес, или как-то так, я не знаю точно. Нужно будет прочесть это после. Ну, тоже слышно. Каньон. Не помню, вот здесь, судя по количеству мостков лежащих сложных, старых, здесь их было много, но я не помню все вот эти части. Ну да, вот здесь доски лежат. Все это было под мостками, поэтому, конечно, разница есть. Очень слякотно идти без мостков. Ну вот мы уже почти что на стоянке. Домик прямо по курсу, это кафе, которое мы проходили, когда шли смотреть хижину лесорубов. Не лесорубов, а лесосплавщиков. Ну вот, мы вернулись.